Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. В летнюю жару хочется чего-то не просто вкусного, но и прохладного. Поэтому сегодня я буду готовить домашнее заварное мороженое. Оно вкусное и полностью натуральное. У меня 500 мл сливок жирностью 33%. Мне нужно оставить 300 грамм сливок для взбивания. Получилось немного больше, но это не принципиально. Накрываю миску крышкой и убираю сливки в холодильник. Оставшиеся сливки выливаю в сотейник с толстым дном. Мне необходимо 250 грамм. До нужного веса добавляю молоко. Жирность моего молока 3,2%. Для заварной основы вы при желании можете использовать только молоко. Нагреваю на медленном огне, но не кипячу. Температура смеси должна быть примерно 80 градусов. Сливки нужно периодически мешать, чтобы они не пригорели. К 5 яичным желткам добавляю 100 грамм сахара. Количество сахара по вкусу. И перемешиваю до легкого побеления. Список всех необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Сливки нагрелись, появились первые пузыри. Снимаю их с плиты и тонкой струйкой добавляю к желткам. Интенсивно перемешиваю, чтобы желтки не свернулись. Можно все сливки в желтки не выливать. Переливаю желтки со сливками назад в сотейник и на медленном огне, постоянно интенсивно помешивая, нагреваю их до первых пузырей, но не кипячу. Чтобы заварная основа быстрее остыла, переливаю ее в миску. Взвешиваю. Буду готовить мороженое с разными вкусами. Пропускаю основу через сито, чтобы отделить частички свернувшегося белка, если они есть. Вес заварной основы 356 грамм. Весы отключились, так что поверьте мне на слово. Делю на 3 примерно равные части. Каждую миску накрываю пищевой пленкой в контакт, даю остыть при комнатной температуре и убираю в холодильник, чтобы температура основы и температура взбитых сливок была одинаковой. Если вы захотите ускорить процесс, то можно заварную основу поставить в миску со льдом. Так она быстрее остынет. Готовлю наполнители для мороженого. Одно мороженое у меня будет со вкусом кофе. Кладу в стакан 3 чайные ложки растворимого кофе. Это 5 грамм. И заливаю горячей водой. Температура воды примерно 80 градусов. Вес кофе с водой 30 грамм. Перемешиваю и также охлаждаю его в холодильнике. Второе мороженое у меня будет со вкусом апельсина. В стакан кладу дольки апельсина. Вес должен быть 30 грамм. Но я решила, что 2 долек будет мало, а 3 дольки весят 41 грамм. Погружным блендером пюрирую апельсин. Если вас смущает мякоть апельсина в мороженом, то можете добавить просто апельсиновый сок. Пюре также убираю в холодильник. Стаканы и венчики для взбивания я охладила в морозильной камере. Наливаю 300 грамм охлажденных сливок, которые я отложила в самом начале. И взбиваю сливки. Сначала на низких оборотах миксера, а затем плавно увеличиваю обороты до почти максимальных. Взбиваю сливки до жестких пиков. Достала заварную основу из холодильника и в каждый лоток
добавляю по 100 грамм взбитых сливок. В 1 лоток добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили по вкусу и перемешиваю до однородности. Сначала лопаткой, а затем миксером на низких оборотах. Накрываю лоток крышкой и убираю в морозильную камеру на 30-40 минут. Во второй лоток я наливаю кофе, перемешиваю и также убираю в морозильную камеру. В третий лоток я добавляю пюре апельсина, перемешивая сначала лопаткой, а затем погружным блендером, чтобы лучше измельчить кусочки апельсина. И также убираю в морозильную камеру. Прошло полчаса. Кристаллики льда образоваться не успели, поэтому перемешиваю мороженое ложкой. Так как объем мороженого у меня небольшой, я решила переложить его в лотки меньшего размера. Может, тогда высоты слоя хватит, чтобы сформировать красивые шарики мороженого. С остальными лотками процедуру повторяю. И снова убираю их в морозильную камеру на 30-40 минут. Прошло еще полчаса. В мороженом появились кристаллики льда, поэтому перемешиваю его погружным блендером. Накрываю лоток крышкой и снова убираю в морозильную камеру на 1 час. Прошел примерно час. Я решила кристаллики льда разбить ложкой, поэтому тщательно перемешиваю мороженое. Это третье и заключительное перемешивание. Накрываю лоток крышкой и убираю в морозильную камеру примерно на 6-8 часов. Я уберу мороженое в морозилку на ночь. С остальными лотками процедуру повторяю. Лотки с мороженым лучше достать из морозильной камеры заранее. Ложку для мороженого я ненадолго опускаю в горячую воду. Так будет легче набрать мороженое. Я побоялась, что не успею снять видео и сфотографировать мороженое до того, как оно растает. В столовой очень жарко, поэтому не дала лоткам достаточно нагреться. Набирается мороженое тяжело, оно слишком твердое, и вместо красивых шариков получается стружка. Хотя красивые шарики мороженого у меня не получились, это никак не влияет на его превосходный вкус. Ванильное мороженое для моего сына я поливаю вишневым конфитюром. Его рецепт появится в подсказке вверху экрана. Кофейное мороженое для мужа я посыпала стружкой горького шоколада. А в порции апельсинового мороженого для себя положила несколько долек апельсина. Список продуктов, которые мне понадобились, чтобы приготовить это вкусное домашнее мороженое, вы сейчас видите на экране. В моей семье домашнее мороженое любят гораздо больше, чем мороженое из магазина. Хотя бы потому, что оно полностью натуральное. А по вкусу ничем не уступает готовому мороженому. Да и количество сахара в домашнем мороженом можно регулировать по своему вкусу. Хранится оно, конечно, не так долго, как готовое, но поверьте, что вы его съедите раньше, чем оно успеет испортиться. Домашнее мороженое нужно хранить в плотно закрытом лотке
в морозильной камере при температуре не выше минус 18 градусов. Отдельно от других продуктов, особенно от мяса и рыбы. Не более 2 недель. На канале есть рецепт домашнего мороженого в шоколадной глазури с орехами. Возможно, он вам также будет интересен. Ссылку на ролик оставлю в описании под видео. В общем, мороженое очень вкусное. И особенное удовольствие получаешь, когда его ешь в летнюю жару. Побалуйте себя и своих близких натуральным домашним мороженым. Приготовьте мороженое по этому рецепту. Его вкус вам точно понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!